Я хотела сделать это видео, прослеживая события из жизни Тэкука за последний год, потому что есть определенные вещи, которые я не могу подробно объяснить в 40-минутном видео с таким количеством моментов и за такое короткое время. Поэтому я подумала, что лучше будет проанализировать некоторые факты, которые вы сможете узнать позже, но в более широком смысле, о случаях, когда Тэкук делал или говорил вещи, которые гетеросексуальный человек не сможет объяснить. И хотя большинство показанных ситуаций произошли за последний год, я также добавила другие моменты, чтобы прояснить смысл этого видео, хотя и не для дальнейшего использования после загрузки хронологии, поскольку эта версия полностью независима. Поэтому я надеюсь, вы помните, что это всего лишь личный анализ того, что я видела, и вам не обязательно соглашаться со мной на 100%. Если вы не согласны, помните, что у всех разные взгляды, и я надеюсь, вы оставите комментарий о том, что вы думаете об этих моментах. Начнем с церемонии вручения премии «Мама» 2017. После того, как Тэкук оказался так близко к остальным участникам и весело проводил время с ними, а один из них быстро пошутил, когда кто-то из них появился на большом экране, он, как обычно, поприветствовал их, назвав «самые милые фотографии в мире». Тэхён не смог смутиться, когда Чингук слишком уверенно позировал перед камерой. И хотя сначала они были с остальными участниками, пока все реагировали на очередное выступление, позже произошло нечто странное. После того, как они исчезли со своих мест перед выходом на сцену «Мама», 5 из 7 участников сделали перерыв и наслаждались другим выступлением, а Тэхёна и Чингука нигде не было видно. Это, наконец, привлекло внимание фанатов, когда они заметили их присутствие. Очевидное и продолжительное отсутствие Тэхёна и Чингука где-то на территории комплекса заставило всех задуматься, где они находятся. Однако все были удивлены не их исчезновением, а последствиями, которые последовали за этим. Как только Тэхён появился, он тут же сел между Намджуном и Сакджином, но выглядел неловко, решив встать и сесть в углу рядом с Юнги. Тэхён коротко поговорил с Намджуном, после чего медленно подбежал и нашел один из блоков, чтобы сесть. И хотя он выглядел взволнованным, казалось, что ему нужно закончить кое-какие дела, когда он успокоится. Однако, то, что он перемещался с места на место, возможно, потому что хотел немного личного пространства, а не потому, что чувствовал себя подавленным, возможно, он не хотел оказаться без возможности успокоиться, когда доберется до их места, потому что Намджун тихо танцевал, и Тэхён, казалось, потерял связь с реальностью. Интересно то, что Тэхён, по-видимому, убедился, что молния на его брюках застегнута как следует, как раз перед тем, как все участники заметили приход Чингука, который в итоге сел на одно место впереди, между Намджуном и Джином. Персонал попросил остальных пройти вперед, Чингуку это было не обязательно, так как он решил остаться на месте еще до того, как ему сказали, но остальные участники следовали указаниям и выстроились в шеренгу. Тем временем Тэхён продолжал смотреть в сторону, выглядя довольно нервным с момента прибытия Чингука и не подозревая, что некоторые из сотрудников попросили его пройти вместе с остальными. Поэтому, заметив призыв, Тэхён быстро пересел и выбрал единственное свободное место прямо за Чингуком. Юнги же, напротив, некоторое время смотрел на него, проходя мимо, прежде чем повернуться и, судя по жесту руки, спросить Юнги, не взял ли он с собой бутылку воды, хотя Юнги ответил отрицательно, слегка кивнув. Он покачал головой, и на лице Чингука наконец появилось неловкое выражение. Затем он несколько раз оглянулся, продолжая двигать губами, как будто ему что-то было нужно. И хотя многие утверждают, что его беспокойство было вызвано тем, что он расстроился из-за того, что Тэхён не сел рядом с ним, честно говоря, с моей точки зрения, такое поведение было вызвано жаждой и сухостью в горле от отсутствия воды. Потому что, если посмотреть на это с другой стороны, когда Чингук постоянно поворачивал голову, казалось, что он ищет что-то конкретное, возможно, хочет увидеть Тэхёна во время этой поездки, но он не злился на него без причины, потому что действия, которые вы увидите ниже, ясно показывают, что ни у одного из них не было причин чувствовать себя некомфортно. А тот факт, что Чингук постоянно просил у персонала воды, заставляет нас задуматься, почему он так хотел пить, когда приехал, предполагая, что если бы он был в туалете или возле стола с закусками, он не должен был бы так сильно страдать от жажды. Именно жажда и отчаяние привели к слишком многим сомнительным поступкам с их стороны.
Тем более, что в начале программы ни один из них не заметил ничего странного на шее, даже когда они брали подарки, и у них не было видимых синяков или темных пятен между шеями. Поэтому, когда они исполнили свои песни на сцене «Мама» и, наконец, лично поблагодарили его за самый ценный подарок вечера, именно тогда он впервые заметил что-то необычное на шее Чингука. Он осмелился сказать несколько слов, как и остальные, камера приблизила его лицо, и когда Чингук повернулся боком, появилось небольшое пятнышко. После его обычного похода в туалет и выступления на сцене он, вероятно, не обратил бы на это особого внимания. В темноте зала из-за множества разноцветных и разных по размеру предметов это было не очень заметно, но, учитывая освещение места, где они снимались, этого было достаточно, чтобы заставить фанатов задуматься, почему у Чингука синяк на шее. И хотя они даже не связали исчезновение Тэхёна и Чингука с тем фактом, что они прибыли в разное время, Тэхён проверял свою молнию на штанах, а Чингук отчаянно хотел пить, когда приехал, и с чудесным пятном на его шее. Если они все-таки связали, то в то время BTS выложили это фото в Twitter, чтобы поблагодарить фанатов за их неизменную поддержку. На этом фото, кроме того, у Тэхёна было похожее пятно на противоположной стороне, а у Чингука даже на этом групповом фото. В итоге у обоих оказались похожие синяки, и ситуация, очевидно, не могла остаться незамеченной до сих пор. С другой стороны, 20 марта 2019 года во время тура BTS Live Yourself Tour в Гонконге Пак Богум был замечен в зале, наслаждаясь выступлением участников BTS с песней So What. Зная, что ближайший друг Тэхёна наблюдал за всем шоу, кто-то отреагировал на это демонстративно, как только зазвучала песня «Энпрнмен». Вспомним, что в предыдущих случаях мы видели, как близость, которую Богум и Тэхён постоянно демонстрируют, раздражала Чингука. Например, когда Богум подарил Тэхёну цветы за победу на премии Music Bank 2015-го, Чингук, стоявший сзади, выглядел не слишком довольным поздравлениями и смехом, которые Тэхён и Богум демонстрировали на сцене. Когда в одном из видео Bangtan Bomb запечатлели встречу Чимина с Богумом и Тэхёном, которые проявляли друг другу чрезмерную нежность за кулисами, выражение лица Чингука никак не менялось, и он мог лишь неловко хлопать в ладоши, что было видно по его лицу. Подобный инцидент произошел и на Music Bank в 2016 году, когда Тэхён начал играть с ухом Богума во время их представления, и Чингук, похоже, был не очень доволен этим взаимодействием. И все стало яснее в 2017 году во время МК Орндаурн. Чингук начал говорить Тэхёну, что в последнее время он откладывает их встречи, чтобы проводить время со своими друзьями-актерами. Но странно было то, что он был сосредоточен только на том, чтобы заставить Тэхёна выбирать между Богумом и собой, хотя, по сути, он говорил обо всех своих друзьях-актерах. Поэтому тот факт, что он не замолчал, пока не узнал, кто больше нравится Тэхёну, идеально все объяснил, потому что в конце концов Тэхён всегда будет любить его больше, не задумываясь. Его нежная улыбка и то, как он даже не дождался, пока Сакджин закончит тот же вопрос, который задал ему Чингук, и ответил, что без колебаний выбрал Чингука, были бесценны. Поэтому, когда закончилась песня So What и зазвучала «Энпрнмен», Тэхён подошел к Чингуку, и тот, недолго думая, поднял его на руки, начав исполнение второй песни в исполнении участников группы. В тот вечер было совершенно очевидно, что Чингук с удовольствием носил Тэхёна на руках перед всеми присутствующими, даже зная, что кто-то наблюдает за ним. Судя по его реакции и улыбке, которая не сходила с его лица, пока он держал Тэхёна, он явно наслаждался моментом. Хотя Богум, с другой стороны, был замечен в повязке с изображением персонажа Куки, которую Чингук сделал для BT21, а также с фотографиями и баннерами в поддержку Тэхёна, его поддержка как фаната и Тэхёна удивила всех поклонников. Поэтому, когда канал Bangtan выложил эпизод визита Богума за кулисы, и все начали радостно его приветствовать, Чингук вошел и понял, кто это. Первым делом он наблюдал за ним издалека, затем сделал несколько шагов и улыбнулся, услышав слова Богума, после чего немного поел со своей тарелки и поставил ее на стол справа от себя. Он все время оставался рядом с Тэхёном, который лишь смеялся над просьбой Богума сфотографироваться, но Чимин помог ему и взял его камеру, чтобы продолжить запись. Затем Богум сказал, что хочет сфотографироваться с ними, и поступок Чингука, который заблокировал Тэхёна, был очень странным. Однако момент,
Когда Чингук оттащил Тэхёна назад, как раз когда Богум снова вошел в комнату, доказал, что даже он сам не мог этого понять.